Приветствую всех, дорогие друзья! В этом видео давайте посмотрим на RTX 3060 Ultra, которая получит 12 ГБ памяти и будет стоить дороже 3060 Ti. Узнаем, на что точно будет дефицит в этом году и оценим тест 11700K. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения я начну с самой горячей новости из лагеря Nvidia. Буквально только что стало известно, что 3060 на 12 ГБ будет называться RTX 3060 Ultra. Сетевые источники поделились изображениями такой карты в исполнении Asus, но сообщается, что 3060 Ultra изначально должна была называться просто RTX 3060. А вот ресурс VCC Ftech полностью раскрыл внешний вид коробки и самой видеокарты. Как следует из надписей на коробке, этот ускоритель будет уникален по количеству видеопамяти и предложит больше, чем флагманская RTX 3080. Скорее всего, это можно объяснить тем, что в будущем планируется выход старших видеокарт с приставкой Ultra, и возможно RTX 3080 Ti станет той самой 3080 Ultra с 20 гигабайтами. По данным источника, Asus готовит сразу несколько вариантов 3060 Ultra, в том числе и топовую серию ROG Strix. Что же касается самой TUF Gaming, то она получила массивную систему охлаждения с 3 вентиляторами, и судя по изображениям, займет 2,5 слота в корпусе. Но вот цена на новинку будет максимально странной. Инсайдеры указывают на $450 за эталонную модель, что уже дороже старшей 3060 Ti. Еще давно ходили слухи, что память GDDR6 в дефиците, и такой ценник за 3060 Ultra явно подтвердит эти слухи. А в придачу к свежей утечке поступили и очень неприятные новости. Компания Asus уже объявила о намерениях пересмотреть в этом году рекомендуемые цены на компьютерные комплектующие, в частности на видеокарты и материнские платы. Прибегнуть к таким мерам компанию вынудил рост стоимости компонентов, расходов на логистику и таможенных пошлин. Вендор тесно сотрудничает с партнерами, чтобы минимизировать увеличение цен, но, увы, этого недостаточно. Они уведомляют, что у них уже есть прайсы, которые вступят в силу в начале этого года для серии графических карт и материнских плат. Сообщается, что новые прайсы отражают увеличение стоимости компонентов, операционных расходов и логистической деятельности, плюс таможенных пошлин. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по снабжению и логистике, чтобы минимизировать рост цен, рассказал один из менеджеров Asus. Плюс ко всему, ожидается, что цена на полупроводники вырастет из-за нехватки производственных мощностей для удовлетворения сложившегося спроса. Некоторые производители кристаллов уже проинформировали своих клиентов о повышении цен, и согласно отчету компании The Elec, крупнейший в мире чипмейкер TSMC уже отменил скидки для своих основных клиентов. Сейчас все ожидают, что примеру тайваньского техногиганта последуют и многие другие компании. Речь идет о таких компаниях, как Global Foundries, которая в данный момент использует все 100% производственных мощностей, и Samsung Electronics, которая, по всей видимости, находится в аналогичном положении. Цены на производство микросхем повысили и такие тайваньские компании, как UMC и VIS. А южнокорейская DB High-Tech подняла цены на свою продукцию аж на 20%. И даже это не повлекло отмену заказов, и мощности DB High-Tech загружены на полную. Сейчас предполагается, что в первом квартале цены на банки DRAM вырастут примерно на 5%. А насколько подорожают другие комплектующие, можно только догадываться. И в условиях такого жесткого дефицита в России наконец-то появились процессоры Ryzen 5000 серии. На данный момент доехали только 5600X и 5800X, ссылочки на которые я оставил в описании. Насколько долго они будут в наличии, сказать практически невозможно. Но я обещал многим рассказать о появлении в продаже, и вот они появились. Тем временем, американский энтузиаст Саймон Бирн построил майнинговую ферму из 78 видеокарт RTX 3080, о которых уже всплывала информация ранее. Оказалось, что на фоне роста цены эфира, видеокарты могут приносить владельцу около $21 тысячи в месяц. Это означает, что криптоферма способна окупить себя за полгода, если курс эфира не пойдет вниз. При текущей цене RTX 3080 создание подобной криптофермы оценивается примерно в $100 тысяч, учитывая конструкцию и блоки питания. Электроэнергия в Лас-Вегасе сейчас стоит 8,5 цента за киловатт-час, а чистые доходы владельца составляют от 15 до 21 тысячи долларов США. Таким образом, созданная ферма окупается за 6,6 месяца
И согласно данным калькуляторов, каждая RTX 3080 способна каждые сутки приносить владельцу около $11,5 без учета расходов на электроэнергию. Такие доходы стали возможны после того, как эфир пробил $1000 и продолжает расти. Если в конце прошлого года ситуация для рынка видеокарт была не критичной, то сейчас все майнеры пойдут закупаться картами, конечно, если курс продержится и продолжит расти. А готовящийся к выпуску Core i7-11700K поколения Rocket Lake возглавил рейтинг одноядерной производительности в тесте Passmark. В данном испытании новинка уверенно обошла флагмана текущего поколения Core i9-10900K и оказалась чуть быстрее флагмана на архитектуре Zen 3. Информация базы данных подтверждает ранние утечки о том, что базовая частота 11700K составляет 3,6 ГГц, а в режиме автоматического разгона повышается до 5. В одноядерном тесте он набрал на 374 балла больше, чем Core i9-10900K и на 48 очков больше, чем флагманский Ryzen. Но по многоядерной производительности 11700K примерно равен Ryzen 7 5800X. И вслед за процессорами Core 9 поколения Intel готовит отправить на пенсию 300-ю серию системной логики. Все чипсеты, включая флагманский Z390, будут доступны для заказа вплоть до 23 июля этого года. Отгрузить заказчикам последнюю партию наборов логики Intel планирует не позже 28 января 2022 года, о чем корпорация сообщила в опубликованном накануне документе. В то же время чипсеты Q370, QM370, HM370, CM246 и H310 продолжат выпускаться. Но только для рынка встраиваемых систем, где характерна долгосрочная поддержка. И в конце ролика хочу рассказать вам про неторопливость AMD. Стало известно, что они не будут спешить вывести на рынок видеокарты RX 6700 XT. По данным одного французского веб-ресурса, релиз адаптеров Navi 22 состоится ближе к концу первого квартала, где-то в течение марта. В предыдущих утечках отмечалось, что ее анонсируют на CES 2021, и это действительно может случиться. Но судя по всему, AMD не хочет повторить историю со старшими видеокартами и отложит выход RX 6700. Если это действительно случится, то в среднем сегменте остается только одна компания Nvidia, которая выпустит RTX 3060 Ultra и возможно какую-то 3050 Ti. И их никто не заставит снизить цену, так как конкуренции просто не будет. Хотя выпуск RX 6900 XT никак не повлиял на ситуацию, так как ее просто нет в наличии. А нам остается надеяться, что дефицит видеокарт поскорее закончится, так как бум майнинга вперемешку с дефицитом производства загонит цены в такой космос, что видеокарты сравнятся с ценой иномарки 5-летней давности. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!